Привет, мои котики. У нас сегодня будет гадание по вопросам. И у нас такой вопрос интересный. Какие сферы бизнеса будут успешными во время предстоящего экономического кризиса? Но, смотрите, у нас с кризиса мы не вылезаем уже давно. Я вам сразу скажу, что вот на тот момент, когда мы с вами сейчас раскладываем, все не так-то просто и проще не будет. Мир перестраивается, все перестраивается. Эм, Ну, в общем, не затрагивая эти большие вопросы, просто будьте уверены в том, что, знаете, э, жизнь уже не будет никогда той, которой мы жили, например, в том же, например, да, даже до коронавируса, да. То есть все изменилось, и мы сейчас с вами посмотрим именно сферы бизнеса, которые будут успешны во время вот этого кризиса. То есть мы не в прошлое будем смотреть, а мы будем смотреть в будущее. То есть посмотрим, что да как, девочки, работает вообще, да. Возможно, вы тут найдете где-то свои такие линейки, про которые вы думаете. Бизнес сейчас. Восьмерка кубков. Вот сейчас бизнес, девочки, строится, смотрите на чем. Восьмерка кубков, да. Очень важная в любом бизнесе для того, чтобы быть сейчас успешным. По восьмерке кубков это ваше эмоциональное взаимодействие с людьми. Сейчас люди очень все напряжены. Всем людям как-то хочется какой-то моральной поддержки, какой-то уверенности, какой-то такой стабильности. Как мы делимся с вами стабильностью, уверенностью, не холодностью, не какими-то там холодными звонками и все остальное, а делимся своим хорошим настроением, добротой, какой-то такой уверенностью, да, то есть к вам всегда придет клиент, позовет других, если он увидел вас, вот эту вот восьмерку кубков, то есть благонадежность, да, то, что то, зачем он пришел, он это получит, но даже если вы не сможете, например, до конца это обеспечить, он будет видеть, что вы старались, да, чтобы с ним общаться, коммуницировать. И вот это вот, знаете, эмоциональное отношение между людьми сейчас вот выходит на первый уровень. И так как у нас сейчас очень сильно из вот этого всего соцсети развиваются, но в то же время соцсети делят, как говорится, как пироги, да, сферы влияния, чтобы поделить, вы должны и тут, и там, и тут, и там, и то, и все. Понимаете? Вы должны в соцсетях вот светить лучом вот прям добра, света, мудрости, какого-то креатива и все остальное. То есть восьмерка еще обозначает разговоры, да. Чем больше вы разговариваете, не то, что пишете. Вот сейчас вот это вот письмо не очень работает, а работает именно коммуникация с людьми, э, артикуляция, грубо говоря, да. То есть слово работает именно не написанное, а именно сказанное. И это очень важно вот сейчас вот в бизнесе, да. Давайте посмотрим дальше. Сферы бизнеса, которые будут успешными. 21 старший аркан мира. Сейчас очень много, кстати, возможностей для того, чтобы заработать деньги. Смотрите, выпала карта 21 старший аркан мира и двойка костей. Это, девочки, говорит о том, чем глобальнее вы будете вести любой, в принципе, свой бизнес, да, тем будет лучше для вас. Глобальное — это развитие через соцсети. И что я вот смотрю, например, даже вот люди туи продают и в костюме Человека-паука. Чел, и все где-то ржут над ним, все остальное, но он по-доброму и в то же время так, да, ну, может, я опять как Человек-паук, может, я и как вам покажется придурочный, но вот, а я нахожу в этом какой-то такой интересный посыл, хотя бы там что-то может быть. И вот эта вот открытость, она подкупает очень сильно. И тут, если вы в свой любой бизнес будете добавлять вот эту открытость, да, у вас все время будут клиенты. Единственное, надо понимать, какой бизнес вы выбираете. То есть это большой бизнес, либо бизнес средний, либо малый бизнес, да. Бизнесы, они тоже разными бывают. То есть вам нельзя сейчас ни в коем случае отворачиваться ни к одному вашему клиенту, не поворачиваться пятой точкой.
Понимаете? Вот просто, и не надо там, знаете, вот как некоторые люди, вот, типа, сейчас продавцы бегают, что вам подсказать и все остальное. Да, девочки, это может вам кому-то не надо, что подсказать, а очень много нерешительных людей. Некоторые вообще просто ждут этого, чтобы им что-то подсказали, да. И обычно люди, которые приходят с деньгами, да, они по-нормальному вступают в эту вот коммуникацию, по-вежливому, все остальное. А те, которые вот отказываются от этой вот помощи, да, вот другого человека и как-то вот негативно реагируют даже на такие вот, что вам подсказать в магазине, это говорит о том, что у человека ограниченное количество денег, и он не хочет тратить их на импульсивные покупки, и ему надо самому подумать и что-то выбрать, да. Но возможно, сейчас подобрать какие-то более эмоциональные, добрые, спокойные, но не эмоционально нейтральные, а вот такие вот добрые, хорошие фразы, не заезженные для развития вашего бизнеса. Более такие, знаете, которые откликаются в сердцах. Понимаете? Если вы в своем магазине, как говорится, будете подкармливать котика, кстати, этим уже многие начинают заниматься, да, вы видели, в некоторых кафе котики живут, и это тоже притягивает людей. Они ставят вот просто большой жирный плюс во всех отзывах и все остальное, да. То есть обратите внимание на это. Вы делаете добрые дела, желательно показывайте эти добрые дела в той сфере, в которой вы занимаетесь, да. То есть так как бизнес, он предполагает ваше общение с людьми. Хотите вы этого, не хотите, да? На удаленке вы работаете, либо не на удаленке. Я, например, тоже добавляю это. Я заметила за собой, что я становлюсь более такая непосредственная там, где надо быть, может быть, посредственным, да. То есть я, например, в деловой какой-нибудь переписке, и, кстати, тоже люди другие тоже так, и мы так смеемся, расслабляемся, и, например, и вот как-то так смешно выходит, такие вот даже какие-то трудные дела, когда идут. Так вот, больше вот таких, знаете, шуток каких-то, расслабления, чтобы человек даже как-то обрадовался. Вот это, кстати, главное. Вот видите, оно так и... А почему? У нас такой вот мир. Мы все напряжены, много очень всякой тревоги. Эта тревога даже на ровном месте образуется. Люди просматривают сейчас миллионы всяких этого контента всякого. Особенно вот, знаете, что вредно для психики? Вот это вот быстрое просматривание ТикТока, когда вы просто листаете, да? Оно, девочки, у вас каждый раз, когда вы вот смахнули, каждую секунду ваш мозг готовится к получению новой информации, пытается вот, может даже не замечаете, вот схватить суть, да, и из-за того, что вы каждые 2 секунды хотите схватить суть нового чего-то, предложенного вам, да, рандомного, и это тяжеловато. Поэтому желательно, да, чтобы вот этой вот вы избавились сами от какой-то тревожности и избавляли вот так вот резко, быстро от тревожности других людей, те, которые касаются вашего бизнеса. Понимаете? Давайте посмотрим. Сферы бизнеса, какие будут работать хорошо. Император. Ну вот это глобальное, да, выход на многих очень людей и желательно по всему миру. И вот эти вот пути, смотрите, двойка костей идет, а сразу увеличение, тройка костей. 21 старший аркан, 4 старший аркан императора. Глобальность. Выходите не на мелкие какие-то вещи, а то, что стоит подороже. Да, то есть я бы не говорю, что там люкс, бренд какой-то, ну вот свой бренд, и сейчас люди, они изощренные. Уже никому вот эта пластмассовая мыльница не нужна, да, потому что их очень много, Китай это все поставляет, у вас должен быть какой-то эксклюзив. И смотрите, 21 старший аркан и 4 старший аркан императора, да, более эксклюзивность какая-то в любом вашем бизнесе, чем бы вы ни занимались, она приведет вас к успеху. Понимаете? Двойка костей, тройка костей. Идет развитие, добыча денег, оборот идет, да? Давайте еще посмотрим. Какие сферы бизнеса?
Верховная жрица. Повешенный. Смотрите, и 20-й старший аркан суда. Любой бизнес, который решает проблемы. То есть не то, что там продажа юбки, которая у женщины будет 45-й, да, это вот будет хромать все, потому что здесь надо будет... Короче, сферы бизнеса, которые сейчас будут супер работать, смотрите, старшими арканами все Я делаю этот расклад более общим, но для того, чтобы вы вот, знаете, вот эту вот линейку поняли, да, чего. Смотрите, выпал император, верховная жрица, повешенный и 20-й старший аркан. Сейчас люди готовы платить деньги за решение их проблем. То есть, например, если вы в социо и медиа, да, психологи, потом вот и психологический бизнес, или вы вносите вот это вот что-то психологическое такое, чтобы люди вам доверяли, узнавали, заводите, например, те же телеграм-каналы свои, заводите вот там, где люди могут, там инстаграмы, ну, любые странички, где бы вы ни сидели, да, делайте их более такими индивидуальными, то есть показывайте свою личность, но показывайте свою личность только с доброй, хорошей, твердой стороны такой, да, более душевной. И дело в том, что, смотрите, идет повешенная верховная жрица, да, то есть ищут спасителя сейчас, ищут спасителя от своих проблем, избавления от каких-то гомотин. И 20-й старший аркан суда. Сделай выбор за меня, да. Помоги мне. То есть вот эти вот сферы услуг, в первую очередь, да, они будут максимально притягательны. Либо продажа товара, более такого эксклюзивного, но который, знаете, вот сделано с любовью, да. Вот это хоть и задрыпанный уже старый слоган такой, но он рабочий. Просто его надо немножко интерпретировать именно под тот любой бизнес, которым вы занимаетесь. Но не под любой, которым вы занимаетесь и тянете сквозь, вот прям как воз какой-то, да, нет. Вы должны назвать бизнесом именно то дело, которым вы любите заниматься. Поняли? Это самое главное. Вспомните, что вы любите делать, что у вас хорошо получается, или чем бы вы всегда хотели заниматься. Вот тем и занимайтесь. И вот это то, что идет от души, если вы монетизируете, это и круто. И это относится как к заводу, там, я не знаю, по производству пищевой пленки, которую можно тоже хорошо продавать, да, когда добавишь в нее, например, что подкупает любого, да. Например, тот же какой-нибудь снабженец или тот же, например, директор или тот же сотрудник какой-то ищет. Он на работе, да, если он словит положительную энергию, эмоцию от представления вашего товара или услуги, это отложится у него в голове, и он будет, когда, как говорится, голодать, да, по эмоциям каким-то, он вспомнит вас и вам напишет, позвонит, чтобы даже через какую-то вашу услугу, все такое, получить от вас вот эту положительную эмоцию. Все, что связано с юриспруденцией, все, что связано с юридические услуги, хорошие будут очень, да. Врачебные услуги тоже будут очень востребованы. Продажа товаров здесь только лишь, если если прям необычность цепляете глаз. Тут очень надо про маркетинг, добрый такой, светлый маркетинг. Прям вы должны быть прям эгрегором и излучателем чего-то такого супер доброго и классного, да, когда вас может комьюнити поддержать, да, и на отклик на любую вашу эмоцию, добрую, хорошую, люди всегда откликнутся и придут за ней снова. Понимаете? Это важно сейчас. И вот такие вот карты еще выпадают, которые вот прям люди ищут спасителя, люди ищут того, кто избавит их от каких-то проблем. Поэтому ваш бизнес должен быть слоганом что-то, что избавляет человека от проблем. Да, то есть даже если вы казаны продаете, вы не должны показывать, вот мой казан толще, чем у другого производителя. Да всем пофиг. Да. Напишите, что
с моим казаном твоя жена тебя больше будет любить. Ну, типа того, что-нибудь такое, да. То есть, чтобы это было и вроде бы шутка, и в то же время добрый очень посыл, и что ты заботишься о этом человеке. Вот такое вот должно быть. Любой бизнес, от маникюрного до любого. Понимаете, девочки? Давайте еще посмотрим, какие сферы будут еще популярны. Четверка мечей. Люди, смотрите, люди не боятся тратить деньги. Четверка мечей, туз костей и маг, да? Они хотят деньги отдавать магу. То есть четверка мечей, да? Люди сейчас боятся потратить не на то, где они не получат вот эти вот качественные эмоции. Самое дорогое — это здоровье и эмоции, да. Смотрите, и деньги у людей есть? Есть. Кому они хотят их отдавать? Первому старшему аркану. Верховная жрица до этого выпала, да. То есть я хочу тому, кто изменит мою жизнь к лучшему. Вот вы своим товаром, своими услугами изменяйте жизнь к лучшему. У вас это должен быть слоган, когда вы приходите выполнять какие-то услуги, ваши сотрудники приходят выполнять какие-то услуги, да, они должны просто вот эту вот точку поставить, да, что и удовлетворить именно эмоцию человека, которая связана. Да, поклеить обои, грубо говоря. Вы поклеили качественно обои. Да зашибись, конечно, да, что вы это сделали. Зашибись. Но фишка в том, что человек хочет получить вот эту эмоцию. Просто надо сделать эффект вау, да. Поклеить обои и шарики стоят очень мало, да. Ну, например, вы поклеили, взяли 3 шарика красивых, блестящих, на фоне этих обоев, контрастно подарили. Понимаете? И эти надутые шарики, человек приходит, он шарики давно офигевает. Я вам уже готовые скиллы даю для этого всего. И я могу это себе позволить, девочки, потому что я бывший начальник отдела маркетинга. Ну, чуть-чуть. Так что это вот. Ну, подумайте, девочки. Давайте еще посмотрим. Сферы бизнеса еще. Король Пентаклей. Пятерка кубков. Смотрите, король Пентаклей и пятерка кубков. Какие еще сферы бизнеса во время этого кризиса, да, все кризис. Вот что такое кризис? Кризис в основном хороших эмоций сейчас. Реально, мировой кризис хороших эмоций. И смотрите, король Пентаклевый выпадает и пятерка кубков, да. Это должно быть еще какое-то... анонимность какая-то, то есть сокрытие, чтобы человек доверял вам, что вы не будете это как-то, знаете, афишировать. И в то же время его вот эти вот потребности, и в то же время выдвигать вот этого вашего на какой-то пьедестал. То есть тут идет такое очень личное отношение к каждому клиенту, очень личное. И в то же время вот супер доверительное. Король Пентаклей. Вот он немного странный он выпал. А почему ты выпал, король Пентаклей? Шестой старший аркан, влюбленная. Твори добро по всей земле, как Шура завещал, и деньги будешь получать. Рыцарь костей выпадает. Семерка кубков. Короче, девочки, все, что связано с какими-то любовными отношениями, да, с завязками этих любовных отношений, это может быть любовный контент. Давай поженимся, грубо говоря, или там какая-то другая, другая передача, там, где не оскорбляют людей, наоборот, знаете, вот ловишь эти положительные эмоции, а не какое-то коко ля-ля. Вот такие вот дела, мои дорогие. Вот что надо сделать сейчас в условиях кризиса. А бизнес можно, в принципе, любой развивать. Только, знаете, вы себе вот такой вот всегда надо держать, когда занимаешься каким-то бизнесом. Но тут у нас разные люди смотрят, у которых огромные бизнеса, и у которых малые бизнеса, да. То я вам так скажу, да. Вот это вот самое главное, с любовью вот это вот все делать.
столько с любовью, да, вам придется где-то вот этих эмоций больше отдавать, да, но вы их отдадите, а взамен у вас есть намерение, что вы хотите получить деньги, да, и вы будете их получать. Вот весь и сказ. Сейчас вот эти, просто я сейчас, знаете, что замолчала, подумала, да, что еще сейчас эти вот курьерские доставки, люди делают миллионы на курьерских доставках, да, и можете этим заниматься, что-нибудь необычное, сделайте свой бизнес немножко таким необычным, который отличается. Есть еще такое вот правило, я думаю, многие об этом знают, это старое такое правило, да, у тебя есть 2 недели после того, как ты придумал идею, у тебя есть 2 недели для того, чтобы эту идею максимально быстро воплотить. Потому что через 2 недели приходят твои конкуренты, которые начинают думать, как ты. Понимаешь? Поэтому, девочки, держитесь. Вот такие вот небольшие советы были. А заниматься можно всем чем угодно. Главное, чтобы это было любимое ваше дело. Понимаете? Не гонитесь за теми бизнесами, вот кто только начинает, да, которые как будто вам кажется приносят доход. Вон, некоторые, знаете, ой, я открою там салон ноготочков, потому что сейчас этим много кто занимается. А так дело не едет и не катится. Если вы любите делать ноготочки сами, и вы вот такой вот, который начинал с нуля человек, и который рвал одно место, потому что это вам нравится, у вас будет этот бизнес идти. Но если вы открыли или перекупили еще, знаете, вот меня всегда удивляло, как люди перекупают бизнес, да, то есть готовое помещение, с уже готовым персоналом и думают, что там это вот классно будет. Нет, девочки, так оно не работает. Все крутые бизнеса, они начинаются с нуля, да, с нуля, а с нуля начинается именно то, когда ты нашел, что ты любишь, чем ты любишь заниматься, это дает тебе силы, у тебя есть вот эта тонкая энергия, понимаешь, тонкая энергия. И потом она просто вот дальше набирает обороты. Все, мои дорогие, вот такой вот был расклад. Люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.